Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале, давайте посмотрим сегодня, что творится на рынке. Сегодня у нас, конечно же, сильнейший праздник, это 1 сентября. И это, конечно же, тот самый день знаний, и мы будем с вами сейчас тоже потреблять какие-то знания. Итак, ну что, рынок у нас кинули в коррекцию, ожидалось конец августа, то, что у нас будут формировать фитиль по биткоину. Сейчас у нас начало сентября, ну, закрытие месяца, я имел в виду закрытие месяца, сформирует фитиль по биткоину. Биткоин у нас там скорректировался, удержали мы там 100к, довольно-таки неплохо, курс битка открываем. И начало сентября, ну, по всей видимости, тоже ничего хорошего ты не жди от начала сентября, ну, хотя бы нужно пару дней, чтобы мы все-таки здесь прокорректировались. Вот что. Ну и потом, может, будет все-таки тот самый To The Moon. Но здесь есть некоторые у нас но. То, что мы видим, что у нас здесь вот на MACD уже формирует сильнейший дивер на битке. И биток, конечно же, может шлепнуться на медвежку и потянуть за собой все альткоины. Вот в чем плохо. Если мы посмотрим прошлый вот сентябрь, у нас была аналогичная ситуация. Здесь тоже у нас вроде бы как формировали дивер, но здесь был у нас зеленый сигнал, а тут у нас красный сигнал появился на MACD, и это не очень хорошо. Так, ну биток битком, мы в принципе с вами будем за битком наблюдать еще сентябрь, октябрь, ноябрь, а нас интересует домка. Мы видим то, что сентябрь на месяце, пошли откупы, дай бог, но мне не нравится то, что у нас нету фитиля. Вот чтобы был бы здесь фитиль, мало ли, может они здесь шикарнейший ордер блок отрисуют. Смотрите, как четко мы здесь. Четенько вот так, а. Ну-ка, что у нас тут по фитилям? Нету фитилей. Есть у нас здесь небольшой фитиль. Биток опускался в диапазон 107. Наверное, на этом всем у нас закончится даже коррекция. Может быть, сегодня мы увидим хороший To The Moon по биткоину. И если мы посмотрим на 4-часовике, то неплохо, конечно же, идем. Сформировали хорошее, шикарнейшее двойное дно, как у нас было в ноябре 2022 года. Похожая ситуация, только это на 4 часе. Это у нас паттерн Ева и Адам. Кто, конечно же, смотрит мои видосы, может, кому-то будет прикольно то, что мы здесь рассматриваем разные паттерны. Закругленный конец, острый конец. И дай бог, чтобы мы здесь увидели To The Moon на битке, потому как без To The Moon на битке будет очень плохо. Так, дальше смотрим доминацию. Домка. Интересный момент. У нас есть сигналы. Сигналы, конечно же, на MACD у нас есть сигналы. И здесь уже есть первые намеки зарождения альтсезона. Да, конечно же, кто досидел до этого момента, сейчас я думаю, что будет более-менее нормально. Уже, конечно же, не так будут сильно мурыжить, как тогда мурыжили при подъеме доминации. Тут у нас уже домка начинает разворачиваться. И что мы видим? На MACD у нас есть красный сигнал, треугольничек вот этот, я думаю, то, что вы видите. Это у нас такие супер-пупер индикаторы, конечно же. Кому интересно, кто у меня находится в закрытом канале, могу поделиться с вами данными индикаторами. Итак, что для этого нужно быть? Просто рефералом на одной из биржи и быть в закрытом канале. Ну, может быть, кое-что вы не хотите быть в закрытом канале, быть даже рефералом на бирже, и я расскажу, как что делать. Итак, что мы видим? Здесь у нас есть сигналы, похожие, как это было вот здесь, вот февраль 2021 года. И буквально еще летом, в июне, я говорил, что здесь у нас похожая ситуация, июнь-май, как будто бы февраль, январь 21 год, там вот так вот, ну, вернее, ноябрь-декабрь 2020 года, январь-февраль. Ну и сейчас вот похожая ситуация, вроде бы, как будто бы мы переживаем середину января 2021 года. Есть у нас здесь вот такие вот красные уже бары пошли. Но конкретного снижения доминации еще пока что нету. Пока эти скользяшки не опустятся, ну, ниже вот этих вот значений. Хотя бы ниже вот этой вот красной линии мы опустимся, тогда можно будет уже смело выдохнуть, потому как домка конкретно уже ушаталась и пошла просто вниз. Здесь вот мы можем увидеть, тоже похожая ситуация была. Смотрите, вот буквально вот у нас февраль 21 год,
начались красные бары, появился здесь красный значок. Вот он, красный значок, треугольничек появился. И пошла доминация вниз. Похожая ситуация у нас у нас и сейчас. Вот мы видим красный значок, бары пошли вниз, и здесь нужно будет наблюдать. Если мы с вами увидим альт-сезон, и будут раскачивать альты там на 2 икса, на 3, на 5, может быть на 6 иксов, то нужно будет присматриваться, не появится ли у нас здесь вот зеленый значок. Как только появился зеленый значок, а это у нас июль 21 год, это первый признак того, что дальше медвежка, и нужно покидать срочно альткоины. Пока здесь можно посидеть, ничего не делать, посмотреть, покушать попкорн и посмотреть, что у нас будет дальше происходить. Да, конечно же, у нас ситуация очень страшная на крипторынке, но будем надеяться на то, что здесь вот уже биток потихоньку начнут разворачивать, потому как без роста биткоина мы не сможем с вами увидеть рост альткоинов. Ну и, конечно же, хотелось бы хотя бы увидеть еще рост биткоина, в диапазон, там, к примеру, 130-150 тысяч долларов. У нас здесь сформировался такой вот нисходящий клин. Вот. Этот клин у нас зачастую может пробиться вверх. Мы с вами рассматривали курс биткоина. Это было примерно в пятницу. И здесь предполагалось, что будут они здесь топтать. Опустились, конечно же, ниже, чем 108. Опустились на 107 даже. Вот мы здесь предполагали, что здесь будет сквиз такой вот вниз в диапазон на 108 тысяч долларов. И будут формировать разворот. Посмотрим, понаблюдаем. Клин у нас здесь присутствует. Он здесь у нас нормальный такой вот. Как говорил Дайтао, не нужно, конечно же, строить трендовые линии по фитилям. Будем строить трендовые линии по телам свечи. И по телам свечи мы подошли к верхней границе данного клина. И здесь мы у ключевых истоков. То, что у нас сегодня 1 сентября, сформирован уже есть небольшой фитиль, это нас радует. И мы можем с вами увидеть здесь разворотное движение. Мы можем здесь увидеть разворотное движение на биткоине. И альт-сезон они как раз могут подключить в этот момент, когда мы по биткоину будем двигаться, примерно вот сюда вот тогда. Тут мы, в принципе, вот эти вот каляки-маляки уберем. Примерно как только мы начнем с текущих двигаться на битке в диапазон хотя бы там 130-150 тысяч долларов, сюда вот выбивать шортистов всех, каскады ликвидации будут, мы с вами сможем увидеть здесь, может быть, такое, что вероятность будет движения на альте, как раз с продолжением снижения доминации биткоина. Вот, и здесь нужно будет держать руку на пульсе, потому как я считаю, что где-то 20 числа ноября все это у нас движение закончится и придется покидать рынок. И здесь вот, если мы с вами увидим, то с момента вот этого вот сигнала, который у нас здесь произошел, ушло у нас буквально, смотрите, 133 дня до следующего сигнала. Давайте померим, 154 дня. 150 дней у нас ушло на все основное движение по альте. 150 дней мы с вами можем прикинуть. Это у нас будет. Смотрите, как раз мы вот с вами рассматривали сценарий, что нужно будет покинуть рынок в 2025 году. И 150 дней у нас припадает на конец ноября. 1, 2, 3 декабря у нас будет как раз 150 дней. 20 числа ноября уже можно будет выдохнуть и сказать: хватит, манипулятор, нас мучить. Мы от тебя уходим. Но может быть такое, что мы еще и вернемся в следующем медвежьем цикле для того, чтобы купить биткоин и эфириум. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Я думаю, что ничего такого страшного на рынке не происходит. Ожидаем. Осталось буквально 3 месяца до полной развязки событий. Паниковать не нужно. Нужно просто отдыхать. Где бы ты ни был, или ты на море, или ты дома, или ты на природе, или ты на речке, или ты в лесу, не забывай хотя бы 5 минут остановиться и отдохнуть. Всем пока, до связи и мирного неба.